конце. Что делать, если на вас просто напала собака, и вы одни? Добрый день, друзья. Сегодня хотел бы поделиться своим мнением, что делать, если вы гуляете с собакой, и на вас напала другая собака. И неважно, она на поводке или нет, если рядом хозяин или нет, все равно какие можно предпринять действия, потому что в интернете об этом не написано, нет такого в интернете, что делать, если вы гуляете с собакой и на вашу собаку напали. Так, я поговорю, у меня есть свой опыт. За 2 дня на нас напало 2 собаки. Это были разные собаки, разных пород. Поэтому у меня есть что поделиться, рассказать. Собственно говоря, давайте приступим. Мне придется рассказать эти 2 истории. Я постараюсь максимально коротко и понятно. Сразу расскажу, что эти истории были совсем недавно. Вот буквально пару дней назад. Вот и приступим к первой истории. Мы гуляли с собакой, и мимо нас шла другая собака. Она была немножко выше, да, в целом чуть более агрессивная. Вот, хозяин был рядом с ней, держал ее на поводке, хозяин был на велосипеде, они ехали. Мы проходили мимо друг друга. Та собака яростно лаяла на нас, мы прошли мимо. И в этот момент эта собака сорвалась у нее просто с ошейника. Не знаю, то ли он порвался, то ли еще что-то. И она побежала всем весом, начала накидываться на нас. Это действие было на горке. То есть это важно, не важно. Просто учтите, что действие было на горке. И все, началась потасовка. Мы кружились, танцевали. И хозяин не мог поймать эту собаку. Что мы предприняли? Во-первых, все это действие, пока мы кружились, я оттягивал свою собаку чуть назад, чтобы не получилось так, что хоть какая-то собака сцепилась там в шею, в морду, еще куда-то. То есть это допускать не стоит. И второе, я легонечко отпихивал другую собаку. Сразу скажу, это полный бред. Никогда ничего не делайте легонечко с собаками. Особенно с чужими собаками мы говорим, когда они агрессивные. Это не имеет никакого смысла. Но в той ситуации я думал, что хозяин же здесь, хозяин же точно, вот, он должен поймать ее. Но мы кружились невероятно долго. По ощущениям прошло, не знаю, минут 5. То есть мы кружили. И я просто старался хоть как-то не допустить, чтобы не зашло что-то далеко. Хотя я был уже, после второго моего вот такого пинка, я уже был готов калечить ту собаку. Она была белая, я потом буду называть ее белой. Вот, я был готов калечить ее, потому что, правда, мы кружились. Хозяин, вот он стоял вот здесь со мной, понимаете, и он не мог, никак ее поймать. Это очень странно, потому что, на его бы месте однозначно я бы просто накинулся бы на свою собаку и хоть, просто, пусть меня покусают, но не знаю, я за собаку все сделаю. Вот, и, собственно, перейдем сразу ко второй истории. Вторая история, это был уже вечер, 9 часов где-то вечера. Мы идем по тропинке, абсолютно бесшумно, я ничего не слышал. Останавливается вот эта собака и смотрит в поле. И я решил тоже посмотреть, и на нас бежала по комплектации примерно такая же собака, может быть, немножко пошустрее. Но примерно рост точно такой же, похожий. Вот, и она бежит на нас. В этот момент мы были полностью готовы, потому что мы находились немножко на возвышенности. Вот, собака бежала по полю. То есть ей надо будет еще забраться до нас. Что мы сделали? Мы сделали шаг назад, да, то есть, чтобы здесь получилось такое поле битвы, можно сказать. И просто ждали, пока она до нас добежит. И, собственно говоря, когда она прибежала, и когда 2 собаки встали вот так вот на задние лапы, чтобы накинуться друг на друга, я весь свой вес перенес на левую ногу и правой ногой мощно ударил ей в бочину. Она отлетела не на большое расстояние и упала на спину. После чего она встала и второй раз накинулась. Я сделал точно так же, только, может быть, немножко посильнее или еще что-то, не знаю. В общем, сделал точно такие же движения. Она опять отлетела. И на этот момент она убежала в поле. И еще там какое-то время она бегала по полю, ходила за нами. Я принципиально никуда далеко не уходил. То есть каждый раз, когда мы уходили, я видел, что она идет за нами. Мы возвращались обратно. И я очень ждал, пока она во второй раз до нас добежит. Потому что я ни при каких обстоятельствах не хочу, чтобы чужая собака без поводка просто гуляла за нами, и мы ходили в страхе. Это не окей. Вот. Я ждал и был готов, но так получилось, что появились хозяева и с балкона кричали, иди сюда, девушка какая-то. Короче, полный бред. И собака ни в какую к ним не шла. И до тех пор, пока эта хозяйка не спустилась вниз и уже ближе к ней не подошла,
Вот, но мы были готовы, на самом деле, эту собаку калечить, потому что после того, что я увидел, как собаки бьются просто насмерть, реально бьются насмерть, ну, если они охраняют там свою территорию, если они охраняют хозяина и прочее, собаки ни за что не отходят, вот, поэтому, и особенно бешеные собаки, вот, поэтому мы были готовы драться полностью до конца, и я вообще не вижу в таких ситуациях жалеть собаку, поскольку, ну, та собака вас не будет жалеть. Просто поймите, она либо загрызет вашу собаку, либо вас потом покусает. То же самое я не вижу смысла. Опять же, в чем, что пишут в интернете, да? Поднять собаку вверх и там взять ее на руку, но это полный бред. Это такой бред. Потому что, ну, собака начнет кусать его лапы, собака начнет кусать мои ноги, и ничего не произойдет. То есть, ну, понимаете, она как будет кусать, так и будет кусать, пока ей не надоест. Поэтому это не имеет никакого смысла. То есть, и сейчас я сразу перейду. Я не знаю, короткое получилось, не короткое. Ну, сорян. Извините. Эмоции. Вот, сейчас я хочу перейти к тому, что я для себя вынес и как я буду действовать в дальнейших ситуациях, если вдруг на нас еще когда-то нападут. И неважно, у вас будет большая собака или маленькая собака, или еще больше, никакой разницы не имеет. Я для себя уже построил четкий план, что, как, куда делать. И, на мой взгляд, это невероятно крутой, понятный, хороший план, где собака, чужая собака, остается, может быть, там, что-то там переломанные ноги, но это максимум. Ну, если она не будет отходить, то, в общем, сейчас все расскажу. Сэмми, иди сюда, иди сюда. Все советуют бить там в нос, уши, вот внизу здесь, вниз, шею. И, в принципе, это допустимо. Но это допустимо, если, например, на вас нападает собака. Об этом я тоже, если хотите, вот, ну, я все расскажу потом, в конце. Что делать, если на вас просто напала собака? В общем, но если вы с собакой, бить в нос, бить там по ушам, бить вообще по челюге, это немножко тяжело, потому что собаки, они постоянно в движении. И, ну, они гораздо быстрее увернутся, ну, или не увернутся, они просто гораздо быстрее двигаются, нежели ваш удар долетит до собаки. Ну, потому что я беру пример себя. Я не самый спортсмен, я не самый спортсмен, но спортом я занимаюсь. И у меня есть хоть какая-никакая реакция. Но все равно даже я вспоминаю эти моменты, я бы по челюге не попал. Поэтому что я делал? Грудь у собаки грудь также невероятно сильная, выносливая, и вообще бить туда нет смысла. Потому что максимум, что будет, вы собьете дыхание, она отойдет и опять на вас полезет. Что делал я? Бить собаки в ребра, сюда, в бок, тоже особого смысла нету. Есть смысл бить собаки в живот. Живот начинается, когда вот ребра заканчиваются. Здесь начинается живот и солнечное сплетение. Это прям рядом с пахом находится. То есть сюда вспыром, по сути, является неимоверно продуктивный удар. И во всех случаях, когда вы один и когда вы не один, это считается достаточно хороший удар. Я уверен, если бы мы сюда бы ударили, эффект произошел бы мгновенно. Вот. Но я собаке бил просто в бок, примерно ближе к задним лапам. И я его наносил, то есть вот так, сверху вниз. Вот так. И собака, да, просто упала. Но опять же, нам повезло, что это была достаточно мелкая собака. Ну, не мелкая, ну, вот такой вот, точно такой же комплекции. Вот. И когда собака в бою, и вы ей бьете в бок, то она, очевидно, упадет. Потому что у них стабилизация по-другому немножко работает. Вот. Что еще? Я сразу, после второго удара, если бы она побежала на нас, я был уже готов брать как и бить в задние лапы и ломая их. Потому что я уверен, что такой ботинок, где подошва и вообще твердая, все твердое, ударом в задние лапы, мне кажется, вот я уверен, но это бы сломало лапы, и собака просто бы упала или медленно-медленно пошла обратно. Но она бы уже не побежала. В принципе, это является рабочей, мне кажется, для меня понятной схемой. Поскольку смотреть, как чужая собака грызет вашу собаку, мне абсолютно не хочется. Но вот я знаю за себя, то, что я вот этого пса буду защищать просто до последнего. То есть я никому никакой пощады не дам. Вообще ни за что. Вот. Что еще? Получается, да. И пах тоже. Это, ну, в крайняк. Потому что, мне кажется, если попасть в пах, то там можно что-то сломать, что-то это, и собака уже станет недееспособной. Ну и вообще тяжело восстанавливаться. То есть такие дела. Ребра тоже, в принципе, можно сломать.
Но смотрите, если эта собака сухая, то окей, хорошо. Потому что вот та собака была, я и бил, и я чувствовал такое, ну, просто жир, один жир. То есть я не чувствовал ни ребра, ничего. Вот, такая тема. Это что делать, если вы один? Точнее, что делать, если вы гуляете с собакой, вот, и на вас напала собака. Также я не вижу особо смысла ждать, пока хозяин добежит, еще что-то, поймает ее. Если собака полностью без поводков, то есть она, ну, все, без поводка, то есть поводок где-то там потерялся, она из него вырвалась, шлейка тоже нету, да, Сэмми, то я не вижу смысла жалеть собаку. Потому что знал бы я, что мы так долго будем танцевать вот с той первой собакой, я бы совсем по-другому действовал. Потому что, ну, исход мог быть абсолютно другим. Потому что на вот этой собаке я после первого случая я нашел 3 капли крови, но я не увидел источника этой крови. Вот, то есть я не увидел никакой раны, никакой сухой, ни мокрой раны, то есть ничего не было. Просто 3 капли крови, примерно расположены на одной стороне, там в разнице, вот, не знаю, 5 сантиметров, 10 сантиметров. Вот, поэтому до сих пор надеюсь, что это наш пес не пострадал. Вот. Да и чужого пса, чужих псов тоже, конечно, очень жалко. Собаки не заслужили такого обращения к ним. Расскажу, что для себя я вывел. Самое эффективное, что делать, если на вас нападает собака, если она одна. Да, если это не стая собак. Раньше я всегда... Вот я, не знаю, в 15 лет посмотрел там видео на ютубе. И такой, так, все, что надо сделать, это снять куртку, намотать ее на руку и начать бить собаку. Чего, куда бить, как бить? Не знаю. Во-вторых, намотать куртку на руку, просто исходя моего опыта, который произошел сейчас, ну, это нереально. Это вот надо ее снять, намотать. Даже собака, которая бежала по полю, не сразу поймет, что надо, что вот пора действовать. Хотя мы сразу поняли, мы сразу были готовы. Но если бы я был один, во-первых, я бы не факт, чтобы даже увидел эту собаку, потому что она бежит абсолютно тихо, не произнося просто ни звука. Она просто мчится на вас. Второе. Что я принял для себя? Для себя я понял, что можно быстро снять рукав, если вы в чем-то длинном ходите, и дать рукав ей. Я не уверен, насколько это эффективно, но это всяко быстрее, чем расстегнуть куртку, снять куртку. Такой исход, мне кажется, гораздо понятным и проще. И, ну, вот так, если у вас есть в карманах, я не знаю, ну, что угодно у вас есть в карманах, да даже телефон подойдет на самом деле. Вот, но просто телефон, ну, жалкий, не сразу поймешь. Плюс она, может быть, не до конца его прогрызет. Но если есть какая-то тряпка, вот, просто дали ей впасть. И самое главное, это постоянно держать ту вещь в напряжении. То есть, если это вот такая вот фигня, да, на шею, то всегда держать напряжение, чтобы собака не захотела отпустить ваш предмет и зацепиться еще раз за что-то другое. То есть, ну, это может быть что угодно, это может быть шапка даже. Вот, ну и пальцы тоже всегда, ну, старайтесь просто запомнить, держать кулак. То есть не пальцы, а в кулаке. Вот даже вот так, да, вы берете, не беритесь там по всей основе. Беритесь вот аккуратненько, кулачок, потому что кулак укусит, ну, ничего страшного не будет. Будет там дырки, может быть, еще что-то будет, но пальцы не отгрызет. Это самое главное. Да, Сэм? Второе. Рукав я уже показал, что я достаточно быстро это сделал. И это можно сделать достаточно быстро. Вот. И дать рукав ей. В принципе, я не уверен, насколько сильно она его укусит. И вообще захочет она ли его кусать. Но если это рукав будет впереди, чем все, там, чем ваши ноги, чем ваше туловище, да, чем ваша голова, то если она укусит рукав, это будет неимоверно хорошо. Потому что она начнет тянуть назад. И вы используйте эту энергию и, по-русски сказать, и ударьте ей в нос. Достаточно с большой силой. Здесь в нос очень прикольно бить, потому что вот вы видите ее нос, и вот вы бьете. Вряд ли она отпустит и захватит вашу руку. Вряд ли. И еще что? Еще есть вариант ударить вот в шею. Примерно вот в это место. В это место вы можете ударить ногой, скорее всего. Потому что ботинок, опять же, ботинок весит. Удар ногой вообще, в принципе, он сильнее, нежели рукой. Ну, скорее всего, чем у вас. У меня уж точно удар ногой будет сильнее, чем рукой. В принципе, мне кажется, этого будет достаточно, чтобы собака, ну, была хотя бы в шоке. И еще очень важно. Даже если собака отойдет,
Вот как в первый раз. У нас, точнее, во второй раз у нас собака была, да. Я ее пнул, она упала, но она встала обратно. И во второй раз, когда я ее пнул, ей ничто не мешало опять встать и напасть на нас. Вот, поэтому я тоже принял решение, что если собака уже нападает, то ее надо гасить до тех пор, пока гарантированно вы не будете в безопасности. То есть даже если ты ударил ее по носу, это не отменяет того факта, что надо просто развернуться и уйти спиной. Так делать не надо. Но я бы так точно не делал. Потому что, я представляю, насколько собаки могут быть азартны, и насколько их страх может просто двигать их. И они будут готовы на любые действия. Даже после сильной боли, после вот этой перезагрузки, которая требуется собаке, чтобы она осознала, что нападать не стоит. Что лучше развернуться и уйти. Вот. Но опять же, если вы зайдете на дрессированную собаку, да, на дрессированную собаку, которая охраняет территорию, там вам вряд ли что-то поможет. Там лопаты, поможет палка, камень. Если вы на пляже, песок, да. Если вы где-то там камушки маленькие взяли, с пола подняли и не жалейте, в общем. Потому что ваше здоровье, оно куда дороже. Что еще? Тоже очень важно, мне кажется, не убегать. Потому что собака быстрее всех и всех, кого я знаю. Вот, и она всех догонит. Еще бы я важно подметил, что все люди говорят, что типа не стойте им вот так вот, в профиль не стойте, стойте там в бок как-то, еще что-то. По-моему, это полная лажа, потому что вы будете стоять в бок вот так. Только если вот у вас этот рукав болтается, только так. Но если вы в принципе будете стоять в бок, у вас супер неудачная поза, чтобы ударить. И не знаю, вы лучше приготовьтесь, встаньте вот так как-то. Но это все равно не бок, понимаете? Но люди говорят, мол, не стойте в профиль, потому что собака это сочтет за агрессию. Но опять же, я говорю, та собака, которая нападает, она нападает. Она уже все давно потеряла, все давно забыла. Она просто бежит вас убивать. Просто вот это так. Поэтому вот это, не смотрите в глаза, вот это полная херня. Если вот она еще не напала на вас, это другой разговор. Но если она на вас напала, это... и просто бежит, не останавливается. Это... Смотрите хоть куда. Вот куда вам будет удобнее, чтобы нанести точный удар. Но опять же, повторюсь, если собака нападает, все, надо действовать. Ни в коем случае нельзя, типа, собака, она меня не пожалеет. Нет, точнее, она вас не пожалеет, никого не пожалеет. Она будет убивать просто. Такие дела. И вообще берегите своих собак. Если у вас есть собаки, если у вас есть кошки, берегите кошек. Если у вас есть семья, берегите семью. Если у вас есть попугай, берегите попугая. Всех берегите. Но как будто самое важное я сказал. То, что я бы бил 100% пыром в живот. Живот начинается с задней лапы где. Да? И опять же, это при условии, что у вас собака. То есть у вас есть цель, куда другая собака бежит. Потому что в данном случае собака выступает бронетранспортером, а вы в роли гранатометчика. У вас есть один заряд. Вот вы делаете выстрел, вам надо достать заряд, перезарядить. Собака весь урон берет на себя. Если вашу собаку укусят за шею и не будут отпускать, тут, я надеюсь, у вас точно не потеряется все человеческое, но вы поймете, что вот если вы сейчас это не остановите, то ваша собака умрет. Вот. Но опять же, если вашу собаку укусили за шею, это прям надо срочно брать все что угодно, машину, что угодно, и ехать в клинику, потому что это смертельные обычно удары, точнее укусы. Вот, и надо быть с этим максимально аккуратно. И да, стараться не допускать их. Но опять же, мне повезло то, что никто никого не кусал, и именно поэтому я оттягивал собаку. Если бы кто-то кого-то укусил, и я бы оттягивал собаку, то получилась бы рваная рана, и было бы нехорошо. Вот, но мне просто повезло, опять же. Но я это делал неосознанно. Я бы бил живот, пах, ломал бы ноги. Это если я собакой. И вообще не жалел. Но также, еще что важно, это не вкладываться в первый удар все силы. Это так делать не надо. В первый удар все силы вкладывать не надо. Не потому, что собаку жалко, а потому, что вы можете промахнуться. Это может быть ваш первый удар. То есть вы должны просто прицелиться. Если вы ударите, или ударите, пнете, и вы почувствуете, что там просто бетонная стена такая, просто, не знаю, супер крепость, то вот здесь вы поймите, что вот эта крепость ни в коем случае не отойдет. И она не будет типа, ой, ладно, я вас напугал, и я уйду. Нет, такого не будет. Вот.
крепость вот это будет бить до конца, и вам тоже надо понять, что все, с этого момента мы ее калечим. Вот, как бы это ужасно не звучало. Я люблю собак. У меня 2 собаки было. 1 собака была. Вот здесь сейчас смотрю за собакой. Мне очень нравится. Я люблю, я его обожаю. Понимаете? Я его просто обожаю. Но такие ситуации случаются. А если вы один, то дать что-то ей в пасть. Но опять же, когда вы один, будьте не готовы, но просто зарубите на носу, что вас собака по-любому укусит. Вот просто по-любому укусит. Вот 100% она вас укусит. Самое главное, куда вас укусит и сколько раз она вас укусит. То, что она вас укусит 1 раз, это да. Многие также советуют взять предплечье и дать ей в пасть максимально глубоко, но делать это в 1-й раз. Опять же, это невероятно будет боль, если вы не максимально далеко в пасть засунете, а где-то там вот на кончике. И она просто оставит такие раны неприятные. Поэтому да, я бы в этой ситуации дал бы ей какую-то тряпку в рот и обязательно тянул бы, опять же, держал бы напряжение достаточно сильно. И каждой ситуации, когда она вас будет тянуть на себя, эту силу брать как возможность усилить свой удар. Вот, потому что вы все понимаете, физика, вы все умные. В общем, я надеюсь, что хоть немножко и хоть кому-то, кто посмотрит это видео, реально что-то поймет. Не понадобится, но надеюсь, что хотя бы будете знать. Поэтому желаю вам всем здоровья, желаю вам всем всего хорошего. Спасибо, что посмотрели. Всего доброго. Еще я замечу, что если вас укусили, хоть вы это знаете, не поленитесь, поедьте в больницу. Неважно, у вас настолько сильная рана, что вы истекаете кровью и вы не можете двигаться. Да, все лицо обгрызано. Тоже надо в больницу. И если у вас даже маленькая царапинка от чужой собаки, все равно желательно провериться. То есть, опять же, от чужой собаки маленькой царапинки не может быть. Скорее всего, будет хорошая вмятина, дырочка. Вот. Поэтому обязательно проверьтесь на бешенство. А также, на самом деле, можете заявить о вот этих беззубых собак, потому что таких собак вообще, по сути, должны отлавливать. Я бы сообщил в полицию о том, что на вас напала собака. Вот хозяин, он типа, дурак, он не уследил за своей собакой. Пожалуйста, примите какие-то меры. Потому что сегодня, может быть, напали на вас, и вы знаете, что делать. И вы чудом, не чудом, просто благодаря вашей даже смекалке, вы как-то отстояли себя, да, и не получили серьезного урона. Ну, представьте, вот я иду вот у меня племянница есть, вот я иду с племянницей, понимаете? И у меня, то есть, все мысли будут только как минимизировать ее урон. Цель просто покусать, защитить территорию, и страх ей движет. Вот, поэтому лучше, не знаю, реально, сообщите в полицию. В худшем случае вам скажут, мы ничего не можем сделать. В лучшем случае вы, спасете реально кому-то жизнь, возможно.